Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале Custom Truck, и мы продолжаем заниматься нашим ЗИЛ-157. Легендарный ЗИЛ советского автопрома. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать следующие серии по восстановлению этого экземпляра. Если вы не смотрели предыдущие серии, обязательно загляните, посмотрите в плейлист ЗИЛ-157, и ссылку я оставлю вот здесь. Сегодня у нас третья часть по ремонту ЗИЛ-157, и начнем мы ее с технических моментов, а именно регулировка клапанов, замена технических жидкостей, а также инспекция всех трех мостов. Это нужно сделать обязательно, чтобы нам уже знать и быть уверенным, что у нас там все хорошо. Поэтому присаживайтесь поудобнее, видео обещает быть очень интересным. Вам приятного просмотра, ну а мы начинаем. Начнем мы с регулировки клапанов, поскольку здесь очень удобно сейчас добраться до них, пока нету крыла, поэтому это первое дело, которое мы сделаем. Особенность этого двигателя — это то, что клапана находятся в блоке, вот здесь идут, а головка блока представляет просто алюминиевый кусок, выфрезерованный в виде головки блока. Вот здесь находятся толкатели, собственно, до которых нам нужно добраться и отрегулировать. Клапана регулировать будем по бегунку. Вот, когда напротив первого цилиндра бегунок, регулируем первый, потом идет пятый, потом третий, потом шестой, второй и четвертый. Верхнюю мертвую точку пытался я найти, к сожалению, маркировку не нашел. Сделаем по бегунку. Вот здесь виден распредвал. Мы можем наблюдать вот этот кулачок вверху. Также вверху еще вон тот. А наши на первом цилиндре как раз таки находятся внизу. И мы можем уже проверять зазорчик. Сейчас этим и займемся. Два ключика и регулируем. Это контрагайка, это чтобы держать толкатель. Самая верхняя для регулировки. Зазор будем делать 0,20, 0,25. Вот я уже смотрю, здесь у нас даже 0,20 не лезет. А здесь 0,25. Спокойно. Это выпускной, это впускной. Литература нам говорит о том, что зазор должен быть в районе 0,20-0,25 для всех клапанов. Регулируем, чтобы 0,20 проходил легко, а 0,25 не входил. Вот. Входит. 0,25 нет. Все отлично. Контрагаем. Контрольная проверка. 0,20 входит. 0,25 нет. Все отлично. Так и оставляем. Чтобы отрегулировать следующий, либо проворачиваем двигатель на 120 градусов, либо по бегунку. Я буду делать по бегунку, привычная для меня практика, вполне удобно. То есть ставим кулачок напротив следующего цилиндра, в нашем случае это будет пятый, и регулируем пятый. Весь процесс я вам не буду снимать, единственное, после того, как сделаю, покажу и расскажу, что у нас здесь происходило и были ли большие зазоры. Клапана отрегулировал, ничего катастрофически страшного здесь вообще не было, то есть все в порядке. Самым разрегулированным оказался все-таки первый цилиндр, которым заползал щуп 0,35. Все, сейчас собираем и будем продолжать работу.
10 литров. Почти 4/4. Я думаю, пока что хватит. Потом, если что, подольем. Следующий этап, друзья, это ремонт и обслуживание наших мостов на ЗИЛ-157.
Отлично. О, Что-то было. вот это вот. Все, я думаю, он уже никуда не денется, да? Более действенный, чем молоток. После установки нашего барабана устанавливается вот эта деталь. Это, можно сказать, корпус для установки полуоси, а также это корпус для установки муфты подкачки. Подкачка в ЗИЛ-157 сразу реализована на чулок, то есть по чулку бегает вот эта муфта, в которую вкручивается шланг, вот здесь. И потом через отверстие, вот здесь сверху, есть маленькое, идет на шланг. Воздух поступает в чулок, потом через вот это отверстие поступает в муфту, которая вращается на чулке, и уже к колесу, вот через этот вот. Все, сейчас собираем. С той стороны мы не снимали эту часть, не делили, то есть, ну, полуось нам там не надо было снимать, там полегче оказалось. Сейчас мы эту муфту одеваем, вот. И все, закручиваем 3 болта крепления самой этой металлической части. Теперь мы можем устанавливать полуось, но перед тем, как устанавливать полуось, мы здесь все очистим. Намажем герметиком и установим. Еще одной особенностью полуосей ЗИЛ-157 является то, что сальник заднего моста, который не дает нигролу поступать из моста куда-то вне, находится прямо возле полуоси, то есть на самом редукторе. И если в случае он поплывет, то нужно половинить мост для его замены. Это, ну, очень неправильно, мне кажется, прям такой косячок по-любому, потому что здесь никаких нету сальников, а сальник стоит в самом конце там. Мне эта система не совсем нравится. Вот так полуось вставим, но прежде, конечно, все очистим и смажем герметиком. Спешка, друзья, никогда не приводила ни к чему хорошему. В этот раз мы поспешили и забыли установить вот эту шайбу. Не знаю, для чего она, конечно, но нам нужно снимать полуось. Ничего не поделаешь. Сейчас быстренько ее скинем и соберем обратно.
Так собирается шрус. Не забывайте, что центральный шарик меньшего диаметра. И его нужно из толпы вычислить. Вот. И тогда все собирается и все работает. Вот такая система. Ну что ж, проделан огромный объем работ. Заменена смазка в подшипниках.
проверены колодочки, зажаты ступичные подшипники, все проверено, пересмотрено. Я думаю, ЗИЛ будет просто изюминка. Спасибо огромное, что были с нами. Чтобы оставаться с нами, обязательно нажимайте кнопку подписаться. Вам желаю только хороших людей на жизненном пути. Всех благ, удачи и всего самого наилучшего. Всем пока.